Днем пионерии. Еще раз поздравляю всех. Начнем этот праздник праздновать. И нам нужна еда. Ну, чтобы попраздновать, да, то есть, то есть, чем мы обычно отмечаем какие-нибудь праздники? Собрали, поели, а потом уже танцы. Гопак всю ночь до упаду. Так вот, если у нас сегодня День пионерии, то как мы можем его отметить? Да, то есть вот тут у нас, правда, немного у нас окошечек пооткрывалось. Но давайте выясним, кто какую еду приготовил. Есть еда. Ну, напишите в чате, у кого какая еда. Первое, у кого есть борщ, там, супчик какой-нибудь там. У нас сегодня про еду. Ну, потому что пионеры, они все дружные ребята, да, то есть как бы и они друг друга поддерживают. Ну, чем поддержать можно в День пионерии друг друга, как не едой? Вкусной, замечательной. Так, зеленое яблоко, морковка и яблоко на терке с сахаром, бутерброды и грейпфрут. Ну, первое, а супчик, чем мы так все так в сухомятку? Или это уже ужин у нас, да? Бутеры. Все это как-то все однообразно. Бутерброды, шоколад. Ну, это же все не еда. Это все салатики, запеканка. Вот, вот уже запеканка, уже хорошо. Так, после 19 уже не едите? Ну как, сегодня 19 это вот весь день 19 число. С самого начала. Поэтому до 12 часов можно что-нибудь пожевать. Так, конфеты, да? Ну тоже не еда. Неужто у нас еды-то нормальной нету? Ни у кого. В холодильнике. Припасов каких-нибудь. Что еще? Опять. Так, яблочко. Как-то у нас однообразно проходит это у нас подготовка к Дню пионерии. Яблочками будем встречать День пионерии. Может, у Алексея что-нибудь вкусненькое есть. Сейчас мы у него узнаем. Это у нас что? Вафля и йогурт. Понятно. Так, все как-то такое сверхлегкое. Вот, о, Саша, лучок и хлеб. О, он, вот, наконец-то, молодец. У Саши есть чем нас угостить. Хорошо. Надо туда в следующий раз мы как-нибудь проведем это мероприятие. Но, правда, лучше на семинаре проводить, когда у нас есть, кроме еды, да, есть какая-нибудь еда, Алексей? Ты приготовил? Чего ты такое? Это что? Это разве еда? Ну, как-то это все несерьезно. Вот. Так, ну нам надо меню составить, с которым мы сейчас будем знакомиться. Я думал, что-нибудь приготовить, какой-нибудь рецептиком поделитесь, каким-нибудь такое, что-нибудь вкусненькое. То есть, вот запеканка у нас там прозвучала. Вот. Ну, значит, вот ее там рассмотрим. Так, что у нас еще там? Бутерброды, это неинтересно. Так, морковка, яблоко на терке. Так, ладно. Ну, тоже яблоко. Но как бы яблок у нас тут навалом. Вот, хорошо. Ладно, но мы тогда начнем вообще, знаете, с чего поговорим? Поговорим с вами о... Вообще, чем мы вообще тут, чем занимаемся вот на наших вебинарах, чтобы было понятно, что мы тут не просто так время проводим, а решаем серьезные задачи. Почему? Ну, потому что в мире мы видим множество всяких проблем и конфликтов. Ну, они как бы у каждого могут быть какие-то, а могут быть вот такие мировые, а могут быть, может, еще и межцивилизационные, о которых мы толком ничего не знаем. Вот у нас, оказывается, собираются нас просветить американцы по поводу НЛО. Вроде хотят рассекретить какие-то документы и с ними познакомить. Вот. Поэтому мы вроде бы сегодня про еду,
а в то же время про общечеловеческие проблемы. Почему? Ну, потому что у нас самая большая ценность, мы говорим, это время жизни. Если мы вот живем, то вопрос возникает, для чего мы живем. Очень часто люди на что тратят время жизни? Ну, чтобы денег заработать. Ну, вот как бы тут потратили 3 последних вебинара на то, чтобы как-то раскачать эту тему, и вот чтобы денег стало побольше через работу, через работу с энергией времени. Вот. Но мы как бы не можем эту тему все время как бы муссировать, то есть если кто хочет ею дальше заниматься, то имеет смысл подключиться к этой структуре или приобрести эту структуру в виде карточки с тем, чтобы можно было самому этим процессом управлять и активно, значит, формировать время удачи и на этом времени удачи себе формировать финансовые потоки, которые необходимы. Так вот, если мы сейчас говорим про еду, то, в общем-то говоря, это же что мы? Вот заработали денег, что потом покупаем? Еду. Да, то есть, как бы, для чего нам нужны деньги? Ну, и себе или там кого-то накормить, там, ну, также, как бы, вот вокруг что-то приобрести. То есть, создать некий вокруг себя мир для того, который бы нам был необходим. Вот. Поэтому мы вот закончили тему, предыдущую темой миротворчества, создания миров, которые нам необходимы. Но если мы говорим о развитии цивилизации как таковой, да, то есть если мы говорим о будущем этой цивилизации, то к какому будущему мы идем? Да, то есть если мы рассмотрим пути развития науки, то она на самом деле нам не дает методологии формирования будущего как такового. Да, то есть есть множество каких-то направлений научных, каждый тянет в свою сторону, каждый пытается привлечь побольше ресурсов к себе. Фактически это какие-то решения каких-то тактических задач. А ради чего все это делается? И надо ли нам развивать вот это направление или какое-то другое, на самом деле толком никто и не решает. В основном решает как? Вот наибольшее такое количество ресурсов куда выделяется? Ну, на войну. Да, то есть если посмотреть в процентном отношении, куда деньги уходят, какие где самые большие затраты, ну, на средства разрушения, там, на ПВО там, и так далее. Да, то есть это все туда. Ну, как бы вроде бы необходимо, но с другой стороны, почему уходят туда деньги? Ну, потому что, опять же, какие-то вот раздуваются какие-то конфликты, да, то есть, как бы, вот одни так говорят, надо жить, другие вот так говорят, надо жить, если вы не согласны с нами, мы вас будем убивать, потому что вы должны жить так, как мы хотим. Но раз мы-то так не согласны, как бы, да, то есть, как бы, мы-то не хотим ни туда, ни другое, да, то есть, поэтому вопрос возникает, опять же, цивилизационного плана. Как уменьшать конфликты, с одной стороны, уменьшать влияние проблемы, не только как бы проблем уменьшать с точки зрения глобальных, но и локальных, которые нам необходимо, в которые мы так или иначе попадаем. Те или иные конфликты, катастрофы, в них как-то участвуем. Так вот, есть такой вот писатель, я о нем неоднократно говорил, вернее, как он жил, сейчас его нет, потому что он умер, Станислав Лем. И он написал вот такую книгу. Как-то у меня она не высвечивается на мне. «Сумма технологий» называется. Вот. Станислав Лем. Вот, видите, тут Лем просвечивает местами. Вот. Называется «Сумма технологий». Такая толстая книжка. Вот. Это научный труд, который он посвятил как раз путям развития науки. И там разбирал, куда же мы движемся. Вот. И показывал, что наука, ну, собственно говоря, та методология науки, которая сейчас существует, она нас ведет к катастрофам. Ну и мы видим, что там или сям всякие катастрофы происходят. И в то же время, чем дальше, тем как бы их становится все больше и больше. И мир, в общем-то, погружается в какой-то такой хаос. Ну, даже вот экологические как бы вопросы, которые сейчас стали поднимать, что надо защищать природу там, и так далее. То есть зеленые
технологии внедрять. Ну, часто решаются, опять же, не со стратегических каких-то позиций, да, то есть как бы опять с тактических. Надо вот создать зеленую энергетику, хотя вот опыт показал, да, вот последней зимы, что зеленая энергетика не справляется вот с теми кризисами, которые нам даже природа подсовывает. Ну и поэтому возникает вопрос, да, то есть как же нам искать выходы из этих всех ситуаций? Искать эти выходы необходимо. Да, то есть и вот Станислав Лем, рассматривая вопросы развития как бы технологий, говорит, да, наука нам с опережением дает возможность какие-то открывать новые замечательные вещи, и тем самым мы сглаживаем результаты разных всяких кризисов, потому что в свое время Мальтус пригрозил, что вот когда-то наступит всемирный голод, потому что население будет столько, что его не прокормить, и как бы надо каким-то образом это население сокращать, и война это здорово, потому что мы тут сокращаем население, и тем самым те, кто выжил, им будет хорошо. Ну, те, кто не выжил, ну, значит, вот такая судьба. Вот. Ну вот то, что наука развивается, она нам дает возможность двигать прогресс все вперед и вперед, как бы население растет, а тем не менее как-то вот голодающих тоже становится больше, но тем не менее как-то вот такое громадное количество населения выживает. Поэтому дело на самом деле немного в другом. Мы когда вот выживать-то выживаем, но планету свою тем самым разрушаем. И сколько она может прокормить людей, никто не знает. Ну и в силу этого возникает вопрос, а не отдать ли вот это управление, то, что уже много всякой информации, не поймешь, как управлять этим процессом, искусственному интеллекту. И сейчас вот его там взялись стремительно развивать. Сейчас искусственный интеллект, это вот большие опять ресурсы выделяются, но потому что уже даже вот видно, что без искусственного интеллекта там управлять там стаей дронов уже невозможно. Да, то есть как бы, или вот еще там отслеживать каждого человечка, который куда-то идет и где-то там находятся, эти big data, ну никак уже без искусственного интеллекта не разберешься. Но искусственный интеллект – это анализ чего? Анализ прошлых состояний. А здесь мы говорим о будущем, то есть, которое не определено. Значит, нам надо его как-то спрогнозировать, разработать стратегию и туда двигаться. И тогда методология науки, тут Станислав Лем показал в своей книге, что она на самом деле нас ведет в некий тупик. Почему? Ну, потому что об этом еще говорил Сократ. Он говорил о том, что я знаю, что я ничего не знаю. Почему он так говорил? Потому что то, что мы не знаем, это бесконечность по сравнению с тем, что мы знаем. Да? То есть, как бы, поэтому относительно этой бесконечности наши знания равны нулю. Несмотря на вот весь этот Google, который там нам подсовывает кучу всякой информации, мы на самом деле не сможем, например, в этом Гугле найти новые теории, которые бы вот еще никто не создал. А где их найти? В Google заглядываем, их там нет. Да, то есть как бы вот новые идеи, которые там разрешение каких-то кризисов, которые их еще нету, этих кризисов. А идеи-то уже надо сейчас создавать, потому что можем потом не успеть. Поэтому вопрос возникает, почему нам наука не может вот такую вот дать такие результаты. Ну, показывает, что наука развивается экстенсивно. Все больше и больше надо ресурсов, чтобы получать научные знания. То есть и все больше и больше ученых надо, чтобы они занимались этим. Да? То есть фактически нам надо, чтобы все люди на Земле занимались наукой. Но на самом деле это возможно, если каждый будет ученым, как бы исследователем того мира, в котором он находится. Вот. Но это уже как бы немножко другой вопрос. Так вот, так как теории создаются все-таки в виде творческих каких-то озарений, да, то есть как бы вдруг ученому падает какая-то идея в голову, над которой он долго думал. Вопрос возникает, откуда она возникает, эта идея. Вот. И мы неизбежно приходим к выводу, что эти идеи, они нематериальны, они как бы не относятся к нашему миру. Ну, потому что они на самом деле являются нематериальным продуктом.
они возникают из-за того, что есть определенный настрой на что-то, да, то есть как бы через этот настрой что-то приходит, как некая информация, как мысль пришла в голову, которая где-то могла родиться. То есть она могла родиться, конечно, к чьей-то голове, но, может быть, она не в чьей-то голове родилась, она где-то существовала вот как некое сочетание каких-то информационных блоков, как некая система, которую мы смогли настроиться и которую смогли принять и реализовать в виде какой-то вот идеи, теории, гипотезы там и так далее. Так вот, как раз из-за того, что знания порождают зоны незнания, да, то есть как бы знания у нас не во все стороны одинаково идут, ну, как бы круг знаний, да, то есть они как бы такими лучами. Вот такая наука пошла, вот она сюда, другая наука сюда пошла, третья еще какой-то. То есть разделы науки, они как бы углубляют в свою там нишу, да, то есть у меня когда мой научный руководитель, профессор Донат, в свое время говорил, что кандидатская диссертация – это такая репка, как бы, когда ты как бы во все стороны пытаешься свой вопрос какой-то достаточно узкий, но расширить его понимание, да, то есть как бы. А докторская – это такая как бы морковка, которую ты как бы глубоко должен закопать, куда-то вот какой-то другой слой пройти. Поэтому вопрос, как нам добывать знания, он остается очень актуальным, потому что от этого зависит, как человечество будет развиваться. Ну, вот конфликты, например, которые у нас на Земле возникают. Ну, например, сейчас Палестина и израильский конфликт. Народ там друг друга убивает, пробует на прочность, там, и железный купол, там, и так далее. То есть вопрос в чем? Вопрос в том, что они не могут друг с другом договориться, да, то есть они не могут существовать рядом как бы как одна система. Им надо обязательно разделиться. Вот это вот такие, а это вот такие. Хотя это, в общем-то, и арабы, и евреи, это, в общем-то, две ветви как бы одного народа, там в одном месте примерно жили, немножко где-то разошлись, и теперь вот они не могут друг с другом договариваться. Значит, многие конфликты существуют из-за того, что они как бы вот из-за такого разделения. Да, то есть как бы, какие тогда есть методы их разрешения? Значит, разрешение такое, как бы вот если есть одна система, есть другая система, надо сделать новую надсистему, которая была бы, объединяла их вместе, в одну систему. Да, то есть как бы вот чем мы, в общем-то, здесь и занимаемся. Но мы сейчас больше как бы о конфликтах не будем говорить, потому что у нас это мы ставим на следующий вопрос. Как, собственно говоря, науку, научные методы делать другими, да, то есть как бы науку сделать из экстенсивной, превратить ее в интенсивную. С тем, чтобы не надо было привлекать очень много ресурсов для того, чтобы строить какие-то там синхрофазотроны там и прочее, прочее, чтобы мы могли минимаксно, с минимальными усилиями на максимальный результат получать новые знания и их с ними существовать. Только есть это как бы вот это общее то, что мы делаем на вот этих вот наших вебинарах. Мы пытаемся создавать новые знания. Ну, другими методами, да, то есть как бы мы об этой части, как это мы делаем, мы поговорим в следующий раз, потому что мы в следующий раз еще раз будем собираться по теме нашей еды, по теме чаши радости. Есть у нас такое изделие, называется чаша радости. Вот такая вот карточка. Сейчас я комплектика вытащу. У нас немножко разные дизайны есть. Есть вот как бы с такими цветочками дизайн. Вот. А есть вот такой вот дизайн вот с таким вот рисунком Ирины Виноградовой. Вот. Видно, да? Значит, что нам эта чаша радости дает? Да? То есть, как бы она нам, для чего ее делали? Ее делали для еды. Почему это так важно для нас еда? Ну, потому что мы на самом деле живем в потоке этой еды. То есть мы через себя все время пропускаем некий поток вещественный. Мы вообще много всего в себя как бы пропускаем. То есть у нас органы чувств построены так, что мы в себя обязательно какие-то кусочки этого мира берем. Да, то есть если мы говорим про звук, то звук входит в наши уши, значит, да, вот эта энергия колебания воздуха, она к нам входит, и эта энергия поглощается там какими-то ресничками там и так далее, и переводится вот в какие-то сигналы, которые мы воспринимаем как звук. Да? То есть если у нас есть свет, то есть фотоны входят в нас, они входят в наши глаза, и мы там тоже получаем, что мы часть этого мира в виде этих фотонов поглотили, то есть и тем самым в себя приняли.
мы можем запаховые, да, то есть как бы мы опять в себя часть воздуха вводим и вот рецепторами забираем те молекулы, которые есть в этом воздухе, с тем, чтобы понять, какой запах у нас тут вокруг нас есть. Ну, естественно, вкус. Да, то есть мы кусочек какого-то мира, кусочек это вводим в себя и пожевали, проглотили, и дальше он пошел у нас проходить насквозь. То есть мы как бы вот эти потоки разные в себя вводим, и в том числе информационные. На самом деле мы все, вот эти наши органы чувств для чего? Для того, чтобы получать информацию. Но мы ее не только получаем, но мы еще из себя ее, да, то есть мы еще и светимся. И вот от нас отходят некие световые волны, звуковые волны, запаховые волны, да, то есть как бы вещественные мы какие-то части, какие-то себя оставляем периодически, когда куда-то там ходим туда, куда царь пешком ходил. Поэтому мы везде, как бы в этот мир, оставляем свой информационный след. Поэтому есть взаимодействие с миром, а не воздействие на нас мира, или мы не можем говорить, что мы каким-то образом в этом мире присутствуем как изменятели этого мира. Да? То есть мы влияем на мир, и мы также еще и в этот мир на нас тоже оказывает влияние. Поэтому вопрос конфликтности, он возникает в том, что когда мы не можем договариваться как бы с какими-то, одна подсистема с другой подсистемой не могут договориться, да, то есть они тогда, существует вот этот парадокс разделенности, когда нет понимания, что нету вообще ничего отдельно, все есть часть чего-то более общего, да, то есть как бы, ну вот поэтому мы как бы вот эта изолированность, фрагментарность восприятия приводит к тому, что возникает вот это вот непонимание, да, то есть вот эти вот простой истины. И оно возникает, опять же, от нехватки информации. Если бы у нас информация была о том, что мы являемся, допустим, частью чего-то там, как-то к нам доходило, то есть, но она доходить должна до нас не как знание, я знаю, что вот этот человек – это часть меня. Ну, как, например, там братья-близнецы, допустим, они же очень, ну, генетически одинаковые, у них молекулы одинаковые, если брать, говорить, что молекулы у всех, ну, как бы атомы одинаковые друг для друга, да, то есть как бы, то тогда вот две атомарные копии есть, но они же разные, да, есть что-то их отличает, значит, мы не можем свести жизнь к чисто биологическим каким-то процессам, вернее, биохимическим. Это не химия и физика, а это нечто большее. Да? То есть в каждом есть, присутствует некий нематериальный компонент, ну, который можно назвать там душа или еще что-то, да, то есть что делает его отличным одного другого. То есть если мы копию, допустим, даже говорят, вот надо сформировать, сделать двойника, абсолютную копию. Да они уже все, они как разделились, они уже разные. И они будут тем дальше и дальше друг от друга отходить. Но тем не менее, у них есть связь все равно друг с другом. Так же, как есть связь у нас друг с другом через что? Через биоинтернет. Вот мы здесь пользуемся системой биоинтернета, да, то есть бионет. То есть у нас есть структура бионет, которая нам помогает вот эти связи с биоинтернетом налаживать и делать более актуальными, более интересными. И мы их используем для того, чтобы можно было чего-то добиваться в этой жизни. Создавать какие-то условия для того, чтобы мы могли в этой жизни получать результаты не только для себя, но и для кого-то, для другого. Но чтобы польза была, да, чтобы мы только пищу перерабатывали, да, то есть как бы из чего-то вкусного и полезного во что-то такое, что уже никому не нужно. Ну, может, кому-то и нужно, но не нам. Вот. Поэтому чаша радости, как инструмент, который работает с едой, он имеет очень большую актуальность для чего? Для того, чтобы мы могли эту еду эффективно использовать. Если мы ее съедаем, а она нам не впрок, да, то есть как была такая когда-то в городке миниатюра, не все йогурты одинаково полезны. Потому что, как говорят, кто мы есть, да, то есть вот что в нас входит, вот то мы и есть. Что нам удалось съесть, вот из этого мы и состоим. Поэтому вот иногда бывает съел и хорошо, бывает съел, а стало очень хорошо, да, то есть как бы, ну поэтому вот бывает в этом плане разница. Но вот если мы говорим про еду,
то еда, она же может быть не только разделителем, что один человек отобрал от другого еду, этому есть нечего, да, то есть как бы, но и объединителем, когда люди вместе, например, вот встраиваются и трапезничают, да, то есть как бы попировали, посидели, да, добрые молодцы с красными девицами и обменялись при этом еще и качествами, да, то есть как бы девицы стали добрыми, а молодцы красными. И поэтому вот такой обмен качествами как бы через еду можно реализовывать, да, то есть используя ту же чашу радости. Я помню, Борис Евгеньевич, когда мы были в Таиланде, последняя поездка была в Таиланд, там, он часто готовил и всех сажал кормить этой едой. Вот. И вообще он как бы там сторонник был того, чтобы делать одинаковую еду для всех. У нас такие были на семинарах, такие, когда вдруг всем выдавали по банке доширака. Весь семинар получал банку доширака. Или там молочник организуют. Раз, и все идут пить молоко и какой-нибудь пряник жевать. То есть, как бы, да, то есть, как бы некое общее дело, которое объединяет людей через вот процедурный вопрос. Для чего это можно делать? Для того, чтобы, опять же, интегрировать некие качества, которые есть у каждого человека, соединить их в некую общую систему, и на этом наработать какие-то новые качества, которые получить результат как соединение новых качеств, которых еще не было. То есть тем самым создать что? Новую информацию, да, то есть новые знания, решить какую-то проблему, если она не удается решить ее как бы индивидуально каждому человеку. Да? То есть создать, опять же, надсистему, которая бы могла решать вот такие задачи глобального плана. Поэтому чаша радости – это такой усилитель как бы для этих процессов, когда через еду мы можем подключаться к каким-то очень глобальным процессам и их, пропуская через себя, как бы притягивать какие-то вот определенные знания. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы вводим еду, мы вводим не только как бы вещественную компоненту, то есть атомы, молекулы, из которых там она состоит. Мы в себя вводим еще те следы, которые оставили люди в этой еде. Ведь то, что к нам приходит как еда, оно прошло какое-то там множество каких-то рук. Кто-то вырастил чего-то, да, то есть потом обработал, потом привез куда-то, продал, потом пошло еще цепочка, 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 где-то ее еще переработали, эту еду, потом пришла вот, наконец, в магазин. В магазине ее там за нее потрогали, куча грузчиков, продавцов там и так далее, и так далее. Когда мы ее в руки взяли, то в этой еде уже множество разных следов. И в каком состоянии люди были, когда они эти следы оставляли, мы не знаем. Да, то есть, как бы, даже ту еду, которую мы сами приготовили, она же все равно нам пришла из магазина, там все только сварились из каких-то компонентов. И все равно эти следы могут оставаться в этой еде, несмотря на то, что мы ее там обработали горячим паром, поджарили там и так далее. То есть следы остаются. Поэтому чаша радости – это устройство, которое нам позволяет убирать вот эти вот следы из еды. Причем это делается достаточно быстро, да, то есть как бы там, ну, секунд 20-30, то есть пока вот поставили под тарелку, тарелочка постояла, там пока вы там немножко подумали, можете еще молитву прочитать, и стирается вот этот вот информационный след, который ненужный, да, то есть как бы вот почему именно он будет как ненужный стираться, потому что все вот эти вот привнесенные вещи, они неустойчивы. То есть то, что хорошее в этой еде, оно как бы устойчиво, оно гармонично, оно вписано, оно согласовано друг с другом. Это как бы единый конгломерат времени. А вот то, что привнесенное, как бы как некая чуждая информация, она всегда неустойчива. Поэтому, когда чаша радости взаимодействует с такой едой, то вот эта вот привнесенная информация, как бы она начинает разбиваться, растряхиваться и удаляется из этой вот еды. Поэтому мы тогда можем вводить в себя, в эту еду, с меньшими рисками для того, что она нам будет не впрок. Кроме этого, когда мы кушаем, мы вводим в себя еду не просто как бы только чисто как бы как какое-то вещество, да, то есть мы вводим еще в себя некие вкусовые ощущения. Поэтому нам надо, чтобы кроме самого вещества, да, были вот эти вот разность вкуса. То есть почувствовать вкус жизни. Мы на себя на самом деле, опять же, собираем большой информационный массив, и в который вводим в виде вот этих вкусовых ощущений.
Если этого не делать, то у человека возникает вот такой вот вкусовой голод. Когда еда однообразна, когда она, то есть человек начинает переедать, когда ее нету набрать вот этих вкусовых ощущений негде. Ну и часто бывает, люди еще сами усугубляют ситуацию, когда они ее просто быстро проглатывают. Они не дают вот этим своим вкусовым рецепторам поработать, да, то есть не заполняют вот этим этот вкус жизни собой, не проникаются вот в качество этого продукта, который они потребляют, да. А ведь любая еда – это, опять же, квинтэссенция чего? Времени, жизни других людей. Да, то есть это что-то выращивали, кто-то это вот потратил время жизни на то, чтобы вырастить этот продукт. Кто-то его там перерабатывал, кто-то вез, кто-то еще. То есть множество людей потратили в свое время жизни, чтобы его как бы вот спрессовали. И кроме вот этой еды вы еще получаете как бы вот еще упаковку вот этих времен жизни. И поэтому относиться как бы к этой еде как, ну, как к чему-то механическому, как бы проглотил и пошел, как бы, ну, и тогда это отношение к жизни как к некому механизму, который не имеет на самом деле какого-то вот высокого значения. Поэтому если мы рассматриваем чисто материальный аспект, да, то есть еда, то есть мы какой-то энергией в себя там подпитали, мы быстренько что-то проглотили, вкуса не почувствовали, но вот вещество, энергию мы сюда ввели. Это один подход. Но он приводит к тому, что организм, ему не хватает вот этого вкуса жизни, он его пытается набрать за счет количества пищи. И мы начинаем переедать. Одного, другого, третьего. Потом говорим, вот вес стал увеличиваться, куда-то вот нас туда не повело. Поэтому вот чаша радости – это инструмент еще для конструирования тела. То есть если мы ее начинаем использовать, мы начинаем регулировать вот эти вот потоки вкусовые, да, то есть мы начинаем их усиливать, с одной стороны, да, то есть и оказывается, что когда человек начинает есть, он вдруг обнаруживает, что, оказывается, он себя как обычно положил, оказывается, это ему много, он уже наелся. Да, поэтому вот если мы начинаем с чего конструировать себя, ну хотя бы начать управлять вот этим процессом поглощения этой еды. Потому что у нас часто, ну, так как вот страна прошла через Первую мировую, гражданскую войну, потом Вторую мировую войну, к еде было, в общем-то, достаточно такое трепетное отношение и приучали все съедать. Но вот если что положили в тарелку, надо все съесть. И это, в общем-то говоря, для многих впечаталось еще и передается из поколения в поколение, что вот надо обязательно доесть, если у тебя там что-то в тарелке лежит. А то, что туда тебе лишнего положили в эту тарелку, ну, тоже как-то не сильно принимается во внимание. Мы когда-то в Бурятии проводили семинар в Улан-Удэ, и там одна женщина, она, уже не в самом Улан-Удэ, мы на Байкал выезжали на базу, вот, и как раз чаша радости там активно работали. Женщина, когда она стала применять ее, положила себе под тарелку, вдруг с удивлением обнаружила, что она не может больше съесть, потому что там четверть порции осталась, и она не может ее съесть. Ну, порция стандартная, потому что нас там в столовке кормили. Вот. И она как бы вот первый раз в жизни обнаружила, что она оказывается в состоянии взять и не доесть вот то, что ей дали. С удивлением. Вот. Кроме этого, мы, когда едим, мы набираем вот это вот вещественный баланс, как бы нам надо. Да? То есть у нас какие-то должны быть в теле, идет все время изменения, то есть у нас одни вещества у нас входят, другие выходят, и все время как бы вот эта обменность идет. Какие-то ткани быстро меняются, какие-то ткани, как кости, медленно меняются. Но говорят, что за 7 лет все равно все атомы и молекулы в организме полностью меняются. И ничего не остается из того организма, что у тебя было 7 лет назад. Поэтому вот если какие-то у человека хочет какие-то рубежи себе поставить, от чего-то избавиться, например, да, то есть как бы, то можно 7-летний рубеж ставить, и тогда, скорее всего, ну вот у меня один знакомый, он бросал курить, и он придумал себе такую схему. Я, говорит, своему организму договорился, что я не бросаю курить, я просто откладываю пока на время. И как-то мне стало легко, я как бы взял, на год отложил и не курил целый год. И вдруг через год вдруг чувствую страшная тяга покурить. Не могу просто, сил нет, схватил сигарету, стал курить. И говорит, вдруг вспоминаю, это, оказывается, как раз год прошел с тех пор, как я договорился со своим организмом.
Я, говорит, в следующий раз тогда договорился на 10 лет, зная, что за 7 лет организм поменяется, и он забудет, так как бы у него не останется тех молекул, которыми я договаривался. Через 10 лет сработало, через 10 лет он уже не вернулся к этому курению, как бы так и остался некурящим. Пить дистиллированную воду полезно или нет? Тут вопрос возникает, если вода дистиллированная, значит, там нету, могут быть каких-то веществ, которые вам нужны. Может быть, и полезно кому-то, если надо избавиться, прочиститься, да, то есть как в это время ее попить. А я так не думаю, что это все время пить дистиллированную воду полезно. Ну, как некую сделать процедуру на дистиллированной воде, чтобы вот убрать какие-то избыток, каких-то солей там из организма и так далее. Так вот, как бы если мы говорим про избыточность, да, то есть как бы когда мы едим однообразную еду, то у нас получается, что мы едим как бы одни и те же вещества. А каких-то, которые надо нам, они почему-то не попадают в круг. Вот даже если брать растения, которые люди едят, оказывается, что вообще в мире как бы минимум 2000 растений съедобных, которые можно кушать. Культивируется как бы где-то около 50, то есть растений. А на столах у нас, если посмотреть, что у нас там в магазине продают, ну там 5, 6, 7 видов каких-то вот растений, которые мы в пищу употребляем. То есть очень много того, что нам надо было бы, мы в себя не вводим. И опять же получается, что какие-то вещества в избытке идут, и их надо выводить организму, а каких-то не хватает. Тогда он думает, что вот если он еще больше съест еды, тогда вот он дополнит себе вот эти вот вещества за счет той еды, которую вот он не набрал. Поэтому здесь важно, когда мы применяем чашу радости, начинать слушать, какую еду мне, например, надо купить. Человек ее берет с собой, да, взял, в магазин пришел, настроился на карточку эту, ну, на структуру, если он там трансляцию сделал, и начинает сканировать, да, вот идет вдоль витрины, чего бы такое вот взять. Идет, 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 и дошел до выхода из магазина и ушел. Так ничего и не купил. Почему? Ну, потому что вот нету вот в этом магазине такой еды, которая бы была ему полезна и нужна. Да, то есть, как бы, ну, можно в другом магазине будет. То есть, но тогда еще можно выбирать. А вот у нас есть там 10 сортов колбасы. Да, какая колбаса мне самая полезная будет, да, то есть как бы вот пообращаться к ней и послушать реакцию своего организма, да, на это дело. Поэтому чаша радости, как такой усилитель, она позволит вам настроиться на себя самого с точки зрения организма, что ему надо, какие потребности надо в первую очередь закрыть. Потому что, говорят, прежде чем начать пить всякие биодобавки, витамины, надо пойти и сделать кучу анализов. Ну, сделаешь кучу анализов, сегодня у тебя одни анализы, завтра у тебя другие анализы, так все время будешь заниматься аналитическими разработками. Время, деньги, как бы, ну, кто хочет, может, конечно, этим заняться, но здесь вот как бы предлагается как бы взять чашу радости как инструмент, который бы позволил, минуя вот это, то есть сделать себя анализатором самим, да, то есть как бы ты чувствуешь, что тебе необходимо для того, чтобы... Может, у тебя здесь этого нет, да, то есть как бы, но если ты пойдешь кому-то в гости, там тебя обязательно этим угостят. И вы обменяетесь, принес им свою еду, они тебя угостили своей едой, поэтому иногда полезно вот так вот приходить, сплаченно чего-то делать и обмениваться этой едой. У меня один знакомый в свое время на заре перестройки поехал программистом работать в Норвегию. И, говорит, там первый культурный шок, который он испытал, когда компания организовала пикник, все туда выехали, набрали какой-то еды, но каждый ел свое. То есть у нас же, мы знаем, да, то есть взяли, накидали целую кучу еды, и каждый там что хочет, там обменивается этой едой. Вот как бы разный менталитет. Вот там у них такая штука не пройдет, как бы, вот, о которой мы говорим. Да? Поэтому если мы все-таки собираемся вместе и есть возможность обменяться едой, то надо ее делать общую кучу, и тогда есть у человека возможность восполнить недостаток каких-то вот веществ, которые у него нету, за счет вот чужой еды. У него такой нету, а там есть. Но это еще и другой есть смысл, потому что когда люди готовят еду, они опять же вкладывают частичку себя туда. И поэтому вместе с едой вы часть себя вводите вот
как бы души того человека, который приготовил, если она с душой приготовлена, эта еда. И тогда вы можете вот гораздо больше пользу получить от этой еды, чем... Потому что каждая хозяйка из одного и того же набора продуктов приготовит другую еду. Да, то есть как бы с другими вкусовыми качествами. И можно их сравнивать и отличать. Поэтому культура еды, она такая очень важная для нас. Вот поэтому мы сейчас к этой культуре будем сейчас переходить. Опять же решаем свои какие-то задачи одновременно. У нас есть вот сеть Бионет. Да, то есть мы через эту сеть Бионет загружаем в нее свои какие-то задачи. То есть свою проблему. Или что угодно. Запрос, неважно. Вот. Кроме этого, у нас есть какие-то запросы из мира к нам идут, да, то есть как бы вот какие-то конфликты вокруг там, мы хотим тоже, чтобы они разрешились. Мы разрешаем эти конфликты, чтобы они разрешились. Вот. Это другой аспект, да, то есть третий аспект – это попробовать сформулировать еще какие-то более глобальные какие-то задачи формирования будущего. Вот у нас есть какое-то будущее, к которому мы движемся. Вопрос, какое будущее нам надо? Мы что, пассивно будем ждать, пока куда нас вынесет это будущее? Нам это надо? Мы готовы принять любое будущее? Или мы все-таки хотим, чтобы вот нас куда-то вот река времени привела куда-то, куда нам надо? Если это мы хотим, то нам надо брать, как говорится, в свои руки бразды правления, да, то есть это будущее создавать, формировать, то есть формировать тот мир, который мы хотим, чтобы мы в нем оказались, ну, через какое-то время там. Поэтому на следующий раз домашнее задание всем приготовить еду, но только еду будущего. То есть именно приготовить, не взять там готовенькое чего-то там в супермаркете, а именно приготовить еду будущего. Что значит еда будущего? Вот есть будущее какое-то, которое будет, да, то есть вы берете запрос в Бионет, какая еда будет в будущем, какую еду я буду есть в будущем. И пытаетесь принять, да, то есть как бы, но это не значит, что, конечно, вы можете, что обязательно получится еда, которую никогда вы еще не ели. Может быть, в будущем вы будете есть такую же еду, которую вы будете есть. Но давайте мы ее приготовим, потому что, чтобы туда внести кусочек, опять же, своего душевного тепла. Ну, то есть вот немножко поколдовать над этим делом и вот как бы создать вот эту еду будущего, может быть, перенести, постараться что-нибудь новенького туда. Хоть маленький ингредиент какой-то поменять, может быть, не маленький, может быть, новый рецепт создать, может быть, вообще придумать вообще какую-то там супер-пупер какую-то идею, какая-то родится. Но я рекомендую, давайте каждому над этим поработать. Если мы занимаемся, да, созданием еды будущего, ну все, мы уже начали формировать свое будущее. Это же как бы совершенно очевидно, да, то есть как бы поэтому начнем с еды. Потом будем дальше развивать как бы. Поэтому вот у нас следующее занятие будет еще раз у нас по чаше радости, да, то есть, но там мы будем уже заниматься вот этой едой будущего, с ней работать. То есть связь у нас будет еда настоящая. Вот тут у каждого тут, я надеюсь, еда все-таки есть. То есть что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем дегустировать настоящую еду. Вот тот, кто у нас будет оператор, он будет кушать эту еду и транслировать нам это качество, да, своей еды. А мы, настроившись на чашу радости, на структуру, потому что она нам присоединена тоже к нашему сейчас каналу Zoom, у кого нету, то есть у кого есть, тот берет и настраивается на это, мы, значит, будем медитировать и попытаться вот эти вкусовые ощущения, да, в себя принять. То есть он там как бы генерирует, да, то есть вот начнем с Андрея, потому что он нам супчик, я хотел, чтобы мы с первого начала. Так, ну давайте, расскажите нам, что у нас за супчик. Суп, это южнокорейский суп, там это морская капуста, грибочки. Не знаю, слышно меня или нет, то есть... Да, слышно, слышно. Такой солененький немножко, то есть мне нравится такой. Нет, ну вы про ингредиенты, как его готовили там, кто готовил?
Ну, я быстро сготовил, я вскипятил воду, просто-напросто взял чашку, налил и подождал 5 минут. Ну, То есть это готовый продукт. да, Так, понятно. Тогда мы его должны сначала почистить там как бы от этого. Да? Вот чаша радости у вас есть? нету. Нету. Я Ну, тогда поставил, вот ставим, да, там держим через экран этот супчик. Хорошо. То есть это у нас как бы вот у нас вот такая настоящая еда южнокорейская. То есть мы не знаем, как ее готовили, но тем не менее мы попробуем ее сейчас продегустировать. Ну, начнем с этого, да, то есть как бы потом еще какую-нибудь еду. Поэтому давайте что мы сейчас? Ну, давайте музыку какую-нибудь включим, чтобы у нас это было, нам было приятно это делать, ну, как будто бы мы в ресторане, тут и музыка играет, там вот, ну, как бы такая все по-приличному, как бы, чтобы это все выглядело. И, значит, я включаю музыку, а вы начинаете есть. Да перед этим, значит, все настраиваются через структуру чаши радости, да, то есть на это радостное состояние, да, то есть как бы вот мы видим человека, который жует, который кушает, и мы вот это вот радостное состояние пытаемся как бы вот свои рецепторы как бы поднагрузить вот этим радостным состоянием этой еды. Пусть она пока такая южнокорейская, как бы, неважно, да, то есть как бы сейчас мы начнем. Еще можно через себя, через свое состояние накормить всех присутствующих. Не, ну мы как бы, вот он и кормит всех присутствующих, да, то есть как бы вот мы считаем, что у нас кормят. Вот это у нас такая только виртуальный ресторан. Мы как бы вот сейчас можем покушать разной еды, которая есть вот у каждого там. Сейчас, ну сколько это. То есть у нас сегодня такой виртуальный ужин. Не знаю, кто захочет потом реально покушать там после этого. То есть, ну вот у нас сейчас такой. Хорошо, так, ну что, есть еще у кого-нибудь первое? Еще какой-нибудь там супчик, борщичок? Нету, да? Ну ладно, переходим ко второму. На второе, что у нас есть там, какие вещи там у нас запеканка была. А, Саша, вот у нас там сало. Что там еще у нас было? Сейчас там сало, лучок и хлеб. Хлеб черный? Черный, отлично. Ну, давайте мы начнем с вот этого, с этой вот вкусности. Сало, лучок и хлеб. Это на второе. Начало. Да, то есть, а потом запеканка. Сало. А огурчик соленый есть? Саш? Да, Давайте еще, как бы, чтобы 4 компонента было у нас. Сало, лучок, хлеб и огурчик. Ну, то есть, опять же, мы же здесь и занимаемся имитационным моделированием, да, то есть, как бы у нас же не просто так, как бы, да, то есть, вот это вот, как бы, да, сало, хлеб, лук и огурец, это комбинация, которую там Борис Евгеньевич как-то нам делал такую вот дегустацию, вот, она связана с тем, что это 4 компонента, которые являются, как бы, частями кривой Лидерфоллоу. Да, там 4 фазы есть, как бы. Вот если мы их моделируем, как бы, вот этими вот компонентами, мы фактически получаем вот кривую Лидерфоллоу, но только отображенную в виде вот такого вот процесса еды. Так, смотри, Саша, значит, такая последовательность будет. Значит, последовательность следующая. Сначала кусочек хлеба закладываешь в рот, да, то есть пережевываешь, не глотаешь. Маленький кусочек, потом закладываешь кусочек сала, не жуешь, опять же, не глотаешь, как бы, все это. То есть нам надо все 4 компонента последовательно, как бы, ввести в действие. Да? Потом лук, кусочек небольшой лука, да, то есть и последний соленый огурец. И все это как бы маленькие кусочки, то есть, как бы, чтобы не полный рот был, там, ты по маленьким кусочкам и пережевываешь, как бы, как делаешь вот такую вот, как бы, смесь. А уже, как бы, все это вместе уже тогда глотаешь. То есть добавляешь, как бы, каждый раз. Добавляешь, добавляешь, добавляешь. Ну, по-моему, ты присутствовал, как-то мы это делали, да, то есть, как бы, на семинаре. Вот. Хорошо. Тогда я опять включу музыку. Сейчас мы без музыки это сделаем, потому что у нас это важная процедура, то есть, как бы, чтобы мы ее не нарушили. Да, то есть, как бы,
Тогда начинаем пробовать. Кусочек хлеба. Так, давай, мы тебя сейчас поширим на экран, чтобы мы тебя видели хорошо. А? Есть звук. Да, и ты как бы... И ты... Так, кусочек хлеба, дальше кусочек сала небольшой. Давай. Так. А все как бы пытаются ощутить вот этот вот вкус. Так. Дальше вводишь кусочек лука. Добавляешь. Угу. Главное не захлебнуться слюной присутствующим. И теперь кусочек огурца соленого. Отлично. Хорошо. Вот у нас такая закусочка. Ну, конечно, там начинать на водки, конечно. Но мы, ладно, сегодня без водки пока. С водкой мы обязательно сделаем в следующий раз. Так. Хорошо. Продолжать? Проглотил. Теперь давай второй раз повторяем. Кусочек хлеба черного. Так. Прожевал. Не глотаешь. Закладываешь кусочек сала. Отлично. Остальные наслаждаются этим вкусом. Как бы ощущают у себя как бы вот этот вкус жизни, который он передает, транслирует через чашу радости. Так, и теперь огурец. Отлично. Замечательно. Все остальные, кроме всего прочего, как бы вот наблюдая и ощущая собственный вкус, пытаются еще наблюдать, а что же у нас еще в пространстве и времени происходит, как бы, когда у нас вот сеть загружена вот такой вот деятельностью, да, то есть пропускает через себя вкус жизни и тем самым как бы пытается на этом вкусе жизни получить какие-то интегральные объединения тех качеств, которые у нас есть. Хорошо, пока у нас Людмила готовит чай, давайте мы сейчас попробуем вот эти вот фрукты всякие, да, то есть как бы у нас есть банан, есть апельсин, есть, Ирина, чего вы нам показываете там, что это такое, не видно? Грейпфрут. Фруда. Грейпфрут есть, там яблоки были, да, то есть как бы давайте мы сейчас такой коллективный как бы сделаем, не один как бы вкус будем передавать, да, то есть как бы у кого есть вот какие-то фрукты, давайте мы все эти фрукты будем все вместе жевать. У кого есть, но как бы предполагая, что вы жуете свой фрукт, но одновременно получаете какие-то другие. И у вас получается смесь такая вкусов у вас, да, как бы у вас свой вкус. Коктейль. Коктейль, да, фруктовый коктейль, как бы, но только вот такого вот интегрального вида через... Ага. Люда, мы тут решили пока для начала начать с фруктового коктейля. Прежде чем перейдем к тортику, мы к тортику после этого перейдем, но сначала фруктовый коктейль. Поэтому у кого есть какие фрукты, да, их берут и начинают, ну, опять же, музыка заиграет, начнем жевать фрукты. Так. Я уже слюной и зашелся. А? Лимон. Слюной уже и зашелся. Зашел. Хорошо. Сейчас, секунду, мы сейчас музыку включим. Ну вот, фруктовый салат у нас получился. Так, запоминаем вкусы, какие у нас там интегрально возникали у каждого. Вот, ну что, переходим к тортику. После этого. Так, Люда, вы что заварили? Чай? Да, Чай, отлично. чай. Хорошо. Что за тортик тогда? Расскажите про тортик. Тортик чудесный. У моего папы был день рождения на днях, и мы испекли торт, рыжик называется, то есть он медовик. Он домашний, домашнего производства. Из чего? Он сделан из сливочного масла домашнего, сгущенки, меда, грецкие орехи. Ну, в общем, нереальной вкусноты эта штука. И чай.
будете Чай, кстати, называется с брызгами шампанского. Такой брызгать? вот чай. Вот такой чай. Отлично. Так, хорошо. Давайте тогда будем сейчас дегустировать ваш тортик. Сейчас я тоже музыку включу, и тогда вы начнете нам его демонстрировать. Секундку. Настроились пока, опять же, на чашу радости. У нас есть все-таки структура, которая нам является усилителем вкуса, с одной стороны, с другой стороны, помогает транслировать этот вкус вот нам по сети. Мы как бы его пытаемся, вот эту радость вкуса жизни ощутить на любом расстоянии через вот эту процедуру. И тем самым интегрировать все наши качества как бы в единую сеть, чтобы сеть уже там разрешала какие-то наши задачи, проблемы там одновременно, как бы, чтобы они у нас через вот такую вкусную жизнь сами разрешались. Ну что ж, спасибо за вкусный тортик. Большое спасибо всем. Ну что, давайте расскажем, что у нас тут происходило-то сегодня. Кто что видел, кто что ощущал, кроме вкусовых ощущений. Какие были еще впечатления. Кто-то тут чего-то написал нам. Вячеслав, будущее же только снимок настоящего, то есть оно живет только в настоящем. Когда идти дальше, этого настоящего нет, а только реальная иллюзия, какое-то жизненное движение. Ну, иллюзия, но тем не менее мы же хотим, чтобы у нас эта иллюзия была определенного качества, а не какая-то вот абы какая, да, то есть мы же не хотим попасть тоже в какие-то конфликты, в какие-то проблемы, хотим, чтобы наше будущее было интересным, вкусным и приятным. Поэтому мы вот пытаемся как бы его формировать как некие миры разной мерности, которые мы можем соединять вот в таких вот каких-то разных интересных композициях. И несмотря на то, что мы здесь вроде бы как там, ну что там, чего-то подегустировали, как повзаимодействовали, да, через вот эти рецепторы, тем не менее есть шанс, что мы на вот таком взаимодействии можем сформировать характеристики определенной как бы класса мерности, которые дальше, как сетевая конструкция, начнут уже прокладывать нам дорогу в то будущее, которое нам надо. И вот, как бы вот, подразумевая, что мы продолжать эту тему будем еще в следующий раз, у нас сегодня была настоящая еда, будет у нас будущая еда. Да? То есть мы еще раз эту процедуру повторим, но уже как бы на другом уровне работы со временем, и как бы там по-другому как бы уже выстроим наше взаимодействие. Поэтому давайте как бы вот задание на воскресенье приготовить именно, да, то есть не просто там купить яблочко там или еще что-нибудь какое-нибудь уже готовое, а вот давайте что-нибудь приготовим и поделимся, во-первых, этим рецептом, попробуем внести туда что-то новенькое, то есть что еще никогда не было. Вот, или придумать совершенно новое какое-то блюдо, или, ну, то есть, опять же, попробовать это через Бионет, подгрузиться вот в то будущее, которое нам надо, и оттуда принять вот это вот, эту еду. То есть она может быть на самом деле та, которую вы сейчас едите, да, то есть как бы я не говорю, что это обязательно что-то должно быть такое-такое. Вот. Но если вот в будущем эта еда есть, ну, ради бога, то есть ну, желательно, чтобы что-то новенькое там в этой еще еде появилось. И проявилось, чтобы вы это новое проявили вот в этом процессе приготовления. То есть, чтобы это был, опять же, процесс не просто приготовления еды, да, то есть, а именно как процесс формирования будущего. Вы вот начинаете готовиться к этому вот событию, ну, в субботу вечером или прямо с утра в воскресенье, вот, и заранее продумали, и его делаете именно как не как какую-то необходимость, вот мне надо что-то тут приготовить, чтобы вот быстренько все насытились. А это вот опять же некий формирователь. Да, формирователь вот этого будущего, которое вы хотите его реализовать. То есть, а дальше мы его уже будем через сеть соединять вот в подобных процессах дегустации с ну, уже в общесетевой процесс. Понятно, да? То есть как бы задача ясна. Подготовить вот такой реквизит для наших занятий и попробовать еще раз, будем обмениваться там дальше еще и запахами, пытаться, а не только вкусом этой еды. И вот опять же транслировать опять же свое душевное состояние, то есть в каком вы его делали, как бы вот как настройка на определенное
характеристики будущего. То есть делаем мир, творим мир будущего сами. И потом обменяемся как раз еще состоянием. Запоминайте только эти состояния, в которых вы это будете делать, с тем, чтобы вы могли еще о них рассказать. Ну что ж, большое спасибо. Просьба написать в чате свои ощущения, состояния наблюдения, что при этом кто-то наблюдал за какими-то общесистемными процессами, может быть, что-то было видно, вот, что-то еще было. Какие-то мысли, ассоциации возникали, да, какие-то фантазии. Делитесь, потому что у нас все-таки на чате там больше 150 человек, и людям тоже интересно, чем мы тут занимаемся. Не все могут попасть, кто-то по времени не может, у кого-то еще какие-то дела, кто-то уже спит. И в сонной реальности у нас сегодня дегустацию проводил, а не присутствуя здесь. Вот, поэтому всяко может быть. Ну что ж, большое спасибо еще раз. До свидания. До свидания. Спасибо большое свидания. всем.